Сегодня мы займемся капотом, который будет полностью облицован натуральным деревом. Нет, это не пленка, это натуральный американский орех. Куча сложностей и экспериментов, но в итоге мы добились задуманного результата. Приятного просмотра. Для того, чтобы обшить капот деревом, надо сперва его сделать. Делать мы его будем из стекловолокна. Для этого Андрей и натирает матрицу воском. Тут тоже надо знать тонкости. Сперва воск надо нанести равномерно, примерно до такого состояния, а потом уже растирать, пока не пропадут разводы, что вы видите на экране. А капот, к слову, от BMW в кузове E30, которая уже по праву считается классикой. Следующим этапом уже на завоскованную матрицу наносится гель-коут. Это что-то вроде грунта. Благодаря ему лицевая сторона получится ровной и практически сразу готовой к покраске. Но в нашем случае к шпанированию. Но об этом немного позже. Такие капоты из стеклоткани чаще всего делаются двухсоставными, и каждая часть изготавливается отдельно. Именно поэтому в кадре вы видите две матрицы. Следующим этапом, когда гель-коут высох, разводим полиэфирную смолу. Хорошенько перемешиваем два компонента и равномерно наносим валиком, насколько это возможно. Затем кладем стекломат и хорошенько пропитываем его все той же полиэфирной смолой. Это и есть именно тот слой, который даст жесткость конструкции, так как волокна пропитываются смолой, и после застывания получается очень крепкая и легкая конструкция. Именно поэтому такие детали применяются в тюнинге, когда надо облегчить кузов. Да и такой капот никогда не сгниет. Для того, чтобы стекломат разложить максимально ровно и избавиться от всех воздушных карманов, применяется вот такой валик с тонкими металлическими иглами. Таким образом, накидываем два слоя стекломата с плотностью 151 и 452 слой. Эта плотность говорит о граммах на метр квадратный. Затем приступаем ко второй составляющей. Для этого в смолу добавляем аэросил. Благодаря ему смола становится более густой, и уже теперь наносим на будущие ребра жесткости. Тут такая же схема: гель-коут, смола и стекломат. На следующий день можно доставать заготовки из матриц, и тут наглядно видно, для чего же нужен гель-коут. В итоге поверхность практически идеальная. Конечно же, если матрица изначально идеальная, так как этот состав сделает точную копию вашей поверхности, соответственно и всех изъянов, если такие есть. Но, как вы видите, матрица Андрея без изъянов. Итак, мы имеем две матрицы, которые надо соединить, но предварительно обрезаем все лишнее. Именно в этот момент капот обретает свои оригинальные очертания и становится в целом похож на капот. В последующем все эти торцы доводятся вручную при помощи колодки. Для соединения двух частей снова используем матрицу. Она здорово помогает с позиционированием, и в итоге промазать невозможно. В местах крепления петель кладем закладные. Для соединения двух деталей капота мы будем использовать филлер. Это специальный состав, сделанный именно для этих целей, что-то вроде клея. И вот вам небольшой лайфхак. В старую тубу от силикона кладем состав при помощи ложки, ставим пробку и пользуемся привычным методом, что очень облегчает нанесение.
А когда филлер нанесен по периметру, соединяем две матрицы и стягиваем их между собой болтами. На следующий день разбираем этот бутерброд и имеем практически готовый капот, который можно чуть ли не сразу красить, ну или не красить, как в нашем случае. Остается только отшлифовать торцы для того, чтобы убрать излишки клея. Кстати, пока я работаю над этим проектом, мой персонаж в линейке качается сам по себе. Я оставил его одного в большой локации и включил автоматическую охоту. В Lineage 2 Essence очень много таких полезных фишек для людей, у которых мало времени на игры. Быстрая комфортная прокачка поможет сконцентрироваться на главном. Рейды на эпических боссов, масштабные осады замков и сражения с другими игроками за звание лучшего героя в своем классе. Хотя лично я предпочитаю более мирные занятия. Торговля, ловля питомцев и крафт оружия и доспехов по редким рецептам. Недавно в игре вышло очередное крупное обновление. Новая раса сильфы и уникальный класс мастер стрельбы. За милой внешностью сильфов скрывается сила древних драконов и сокрушительная мощь стихии ветра. Регистрируйся в Lineage 2 Essence по моей ссылке в описании и получи 20 свитков для ускоренной прокачки и модную золотую шляпу с полезными умениями. Ваши приключения начинаются сегодня, а мы продолжаем. Надо понимать, что главная наша задача — это не сделать капот, а облицевать его натуральным деревом. Именно поэтому я оказываюсь за 300 километров от дома, для того, чтобы лично выбрать пару полосок шпона. Это действительно важно, так как каждый лист индивидуальный и здорово отличается друг от друга. Долго я выбирал подходящий вариант и в итоге остановился на американском орехе. Получилось выбрать экземпляры с очень крупным и выразительным рисунком, чего я изначально и хотел. В общем, не зря убил день на дорогу. А Андрей убил уже не один день на этот проект и даже успел сломать палец, о чем, кстати, очень интересно рассказывал в своем инстаграме. Теперь нам предстоит сделать полотно, которое полностью покроет площадь капота. Для этого Андрей и склеивает листы между собой. Для того, чтобы равномерно прижать такой здоровый лист шпона, мы будем использовать вакуум. В нашем случае самодельный вакуум из целлофана и палок. Отрезаем подходящий кусок и кладем капот в пакет. Понятное дело, что особо никто не шпонировал капот, поскольку подробной инструкции в сети мы не нашли, поэтому пришлось экспериментировать. Сперва на сухую. Кладем шпон на капот, для того, чтобы понять, получится ли равномерно прижать его к капоту. А пленку проклеиваем по периметру специальным уплотнителем. Поскольку он самоклеющийся, в итоге получится герметичное соединение. Внутрь кладем трубку, при помощи которой и будем откачивать воздух. Подключаем ее к компрессору от холодильника и запускаем. В целом все сработало, но без косяков, конечно же, не обошлось. Все сработало слишком хорошо, и лицевая часть капота прогнулась. Все это из-за вакуума. Вот тут, кстати, четко видна вмятина, что нас, конечно же, совсем не устраивает. Поэтому переделываем все по новой. Разрезаем наш мешок, для того, чтобы вакуум создать только на лицевой стороне. Соответственно, делаем новую границу, используя старый уплотнитель. Снова тестируем на сухую, и как вы видите, теперь все окей. Поэтому можно делать то же самое, но уже на клей. Предварительно шлифуем капот, для того, чтобы состав держался на поверхности. После чего снова собираем саркофаг.
Для теста мы использовали лист шпона меньшего размера, чем капот. Это делалось для удобства, так что теперь осталось нарастить еще несколько полосок. По месту подрезаем их в размер. Мы решили приклеивать шпон к капоту при помощи полиэфирной смолы, которая быстро сохнет. Ее мы и разводим. На смолу кладем шпон, а поверх пленку. И теперь осталось соединить верхнюю пленку с нижней. Как вы видите, все сработало отлично. Пленка прижимает шпон по всей площади, а Андрей проверяет и помогает руками в местах изгибов. Спустя несколько часов смола схватилась, и мы убираем пленку. В целом все окей. Есть, конечно, небольшие нюансы, которых можно избежать только с опытом, но технология в целом рабочая. Следующим этапом сошлифовываем выступившую смолу. После этого можно приступать к финальному покрытию. Обезжириваем капот со всех сторон. А внутреннюю часть было решено покрасить в черный универсальный цвет. Лицевую сторону будем красить глянцевым лаком. Его мы и колируем, для того чтобы лучше подчеркнуть дерево и притонировать его. Спустя несколько слоев и пару дней сушки приступаем к самому интересному. Едем в место, где есть много BMW в кузове E30, для того, чтобы примерить капот. Напомню, что авторубрика на канале — это экспериментальный формат, и его судьба зависит только от вас. У нас в планах грандиозные проекты, поэтому огромная просьба помочь в распространении этого ролика. Лайк, репост и пару комментариев. В идеале можем пообщаться в комментах. Спасибо вам за просмотр и добра от топора.